Всем привет, добро пожаловать на мой канал, меня зовут Валентина, и на этом канале я рассказываю о своей жизни, такой лайфстайл-канал, делаю какие-то распаковки, и сейчас новая глава в моей и моего мужа жизни, это дом, мы купили дом в Германии, мы живем вдвоем в Германии, и мы купили дом и делаем ремонт, но в этом видео я поделюсь с вами новостями, что же случилось в последнее время такого интересненького у меня. Конечно же, самое главное – это подключение монетизации на этом канале. Я не ожидала, что когда-то дойду до этого момента, потому что достаточно все-таки сложные для меня были условия, как для блогера, который делает все самостоятельно. То есть я снимаю, сама пишу сценарий, делаю обложки, монтирую. Я ничему этому не училась, ни на каких курсах, никто мне это не рассказывал, не показывал. Приходилось все методом тыка, проб и ошибок всему, как говорится, учиться самостоятельно. Это был такой тернистый, но очень интересный путь. И вообще сам блог я завела для того, чтобы подружиться с собой. До этого я не могла смотреть на себя на видео, я не нравилась себе на фотографиях, в принципе, не принимала себя, мне не нравился мой голос, моя внешность и мое поведение, то есть я себя прям вообще как-то стеснялась очень сильно. Но пару лет назад я начала увлекаться психологией, какие-то прорабатывать моменты, и как раз-таки блогинг стал тем местом, через которое я смогла самосовершенствоваться. Это было изначально вообще в Инстаграме такой мой видео-дневник, работа над собой, но потом я поняла, что формат Инстаграма мне не нравится, потому что я не хотела быть в сети 24/7, как это происходит. То есть в Инстаграме, помимо того, что ты выкладываешь короткие видео, тебе надо еще там делать сторис, чтобы постоянно быть на связи с аудиторией. Если ты не будешь выкладывать сторис, то про тебя там уже просто забудут. И такой формат меня очень сильно утомлял, отбирал огромное количество времени, энергии, и потом я решилась начать вести блог именно на YouTube, как формат влоговый такой, полноценного длинного видео. И я очень рада, что нашла такой, как говорится, свой формат, и продолжаю в этом формате дальше работать, можно же так сказать, развиваться. Был пройден реально огромнейший путь, и, наверное, этого бы всего не случилось без помощи подписчиков, аудитории, которая меня мотивировала заниматься этим. На самом деле это огромное вам спасибо, что поддерживали меня в комментариях, ставили лайки, были на связи. В общем, огромное-огромное вам спасибо. И, конечно же, хочется благодарить еще мужа за его поддержку, потому что не все готовы мириться с тем, что у них человек рядом ходит все время с камерой и что-то снимает. Но я благодарна очень мужу, что он поддержал вот это мое начинание. И в самом начале я, когда начинала вести блог, купила для этого камеру DJI Osmo Pocket 3, на которую до сих пор снимаю все практически свои видео. И это был, знаете, такой щелчок, с которого я решила, все, пора. Я понимаю, что кому-то может показаться это незначительным, какая-то монетизация в то время, когда у других людей блоги залетают только так, они набирают многотысячную аудиторию буквально за несколько месяцев, у них какие-то рекламные контракты. Но давайте разделять, когда это профессионалы занимаются, либо когда это люди, которые в этом не разбираются, это для них просто хобби и что-то новое, во что они сами погружаются. Поэтому, мне кажется, для того уровня, с которым я зашла в блогинг, я достигла достаточно высоких высот, даже такая тавтология больших высот достигла. Для меня это было, прям, знаете, как забраться на гору. Конечно, когда придет кнопка на YouTube, от Ютуба, я буду визжать, пищать от восторга. Я к этому очень сильно стремлюсь. Надеюсь, когда-то в ближайшие годы я достигну этих высот. Надеюсь, может, даже в следующем году, как знать, как пойдет. Вот. В общем, вот такие вот позитивные новости у меня. И давайте перейду ко второй новости. Я возвращаюсь на шоколадную фабрику. Я уже отработала там первую неделю. Напомню, для новых подписчиков, я работала уже на шоколадной фабрике Lindt в Германии, в городе, где я живу, на 2 краткосрочных сезонных контрактах. Я работала там на Рождество 2 месяца и потом на Пасху тоже 2 месяца. Я работала там full time, то есть 6 дней в неделю по 6 часов я была на работе. Но сейчас у меня будет наконец-то контракт на моих условиях. Я пошла туда только на Teilzeit, это получается такая на полставки работа, и у меня действительно ровно 50% полставки. Я довольна, потому что эта работа мне понравилась. Фирма действительно классная. Кто помнит, как я делала эти распаковки подарков, нам дарили шоколадные подарки и на все праздники. К тому же фирма развивающаяся, такая известная во всем мире, да, и почему бы и нет, когда предлагают работу, грех от нее отказываться. В общем, я согласилась, у меня начался контракт
по-моему, 10 дней назад или 15 даже. Я подписала его очень-очень радостно, ждала этого контракта около месяца, поэтому не освещала, никому не говорила, боялась, знаете, сглазить. Но теперь я буду работать, у меня получается где-то дня 3, наверное, я буду пропадать на работе, а все остальное время буду заниматься уже нашим домиком, заниматься блогингом. Появится время, знаете, и на себя, вроде буду работать и занята, денежку зарабатывать, и к тому же не буду с утра до вечера на работе. То есть для меня очень важен был такой момент, что я не пошла бы на полную занятость. Да и к тому же это не совсем подходит для нашей семьи, так мой муж Артур, он работает на полную ставку, он работает программистом, как бы новая у него работа, сейчас классная фирма, все у него замечательно, но если бы я нашла работу на полный день, получается, мы бы не смогли заниматься домом, как сейчас, потому что 5 дней в неделю работали бы, на выходных в субботу приходили бы в себя, в воскресенье один день чем-то позаниматься и опять на работу. То есть мы не хотели такого варианта. И уже когда, допустим, я выходила на работу на полный день, эти 2 месяца, дома творился просто кавардак. Я ничего не успевала, я так сильно уставала из-за этой работы. Поэтому мы решили, что будем держать такой баланс. К тому же, как вы знаете, в Германии огромные налоги, и у нас такая налоговая сейчас, налоговый класс с мужем, что, получается, он платит меньше налогов, а я со своей зарплаты плачу больше. Соответственно, чем больше у меня будет зарплата, тем больше денег я буду отдавать. И, допустим, когда у меня был 2-месячный контракт, я отдавала 45% от зарплаты, это были налоги, это были пенсионные накопления, это была страховка медицинская и страховка еще по уходу, если там я травмируюсь, еще что-то, как бы все вот эти страховки и налоги плюс, они забирали у меня 45% от зарплаты. Это было очень обидно, но сейчас, когда я буду работать на полставки, я буду отдавать порядка где-то 30%, наверное, то есть это уже, знаете, как-то по-божески. Мне не придется отдавать столько денег, и, знаете, немного обидно, когда ты вроде работаешь, зарабатываешь много, а потом ровно, практически 50% ты отдаешь. Это очень обидно, поэтому такой вариант вообще не мотивирует, знаете, работать. А когда ты работаешь только несколько дней в неделю, при этом еще не так много отчислений платишь, получается, что не такая большая нагрузка ложится на нас. Вот, мне кажется, это оптимальный вариант для пар здесь, в Германии, и огромное количество именно женщин работает в Германии на полставки, потому что им надо же еще заботиться о доме, о семье, а муж, получается, добытчик, зарабатывает деньги, вот. В общем, такая вот парадигма в Германии, мне кажется, тоже сохраняется. Кстати, что думаете по этому поводу про Teilzeit в Германии? Нравится ли вам это или нет, что так много вакансий, вообще предложений найти работу на полставки? Потому что, допустим, в России, когда я жила, практически никто не работал на полставки, все работали full-time, все время пропадали на работе, и бывало даже некоторых по 2 работы было. Допустим, у меня в России периодами было 2 работы. В Германии кому-то скажешь 2 работы, вы что, с ума сошли? Нам бы на полную ставку отработать, а то и на кто-то работает 70%, можно сделать там, не знаю, 60% от полной ставки. И это очень часто такой вариант, люди ищут баланс между личной жизнью и работой. Мне, кстати, это очень нравится, что ты не должен впахивать и бежать в какой-то бесконечной гонке за заработком, потому что средний уровень жизни в Германии, он достаточно хороший, и знаете, опуститься куда-то очень низко, чтобы ты оказался на улице, здесь, невозможно. Если даже ты потеряешь работу, всякие соцвыплаты, тебе будут оплачивать жилье, помогут найти работу, будет консультант, который будет тебе присылать вакансии. Так что, мне кажется, здесь очень сложно оказаться как-то, знаете, такой в сложной ситуации жизненной, и государство поддерживает. Но это лично мое мнение, то, с чем я сталкивалась. Если вы не согласны с этим мнением, то можете написать в комментариях о своих каких-то ситуациях, как у вас было в Германии, может, либо в другой стране, не обязательно в Германии, потому что я знаю, что меня смотрят из разных стран. В общем, такие вот краткие новости. Надеюсь, было емко и интересно для вас, не скучно. И, кстати, по поводу ремонта дома. Я думаю, многих интересует этот вопрос. Сейчас я не очень хочу тоже об этом говорить, я очень боюсь глазить, но мы пробуем сейчас искать еще другие фирмы, потому что первая фирма, которой мы начали работать еще в январе, они нас игнорируют. Представляете, люди нам не отвечают на письма, уже практически 2 месяца мы не получили ответа. И на телефон тоже мне не звонят, не отвечают, хотя я оставляла голосовую почту. В общем, немного обидно, мы расстроены. Но сейчас началось лето, хорошая погода, мы занимаемся садом и уже, знаете, немножко смирились, потому что сначала мы были в стрессе, все-таки это для нас новый опыт, покупка дома, ремонт и все в таком духе, а сейчас немножко такое, знаете, уже смирение пришло. Если вдруг пойдет все очень плохо,
Ну что поделать? Говорится, мы закачаем газ и будем жить дальше в этом доме и в следующем году планировать ремонт. Ну, говорится, жизнь, она такая, мы не можем никак особо сильно ее поменять, нашу судьбу, повлиять на это. Поэтому нужно, знаете, просто принять, да, что-то делать, но если не складывается, что как-то отчаиваться, ничего в этом такого страшного нету. Главное, что есть крыша над головой, наш собственный домик, и ремонт это не то, из-за чего стоит прям вообще, это, знаете, это не конец света, если ремонт перенесется немного. Я уже какой-то дзен словила, Артура не знаю еще, словил или нет, у него практически еще втором панические атаки какие-то, ну не в прямом смысле, а в плане, что у него такая паника появляется, что как так, мы пропустили время ремонта, все пошло не по плану, ну, я как-то отношусь к этому попроще, знаете, так по-житейски, ничего страшного, вот. В общем, будем дальше двигаться, если не сложится, ну, не сложится. Мы сейчас занимаемся активно садом, высаживаю там свой огородик, копаю каждые выходные, борюсь с сорняками. Так что шаг за шагом потихоньку приведем домик в порядок. И все-таки лето пришло, хорошая погода, надо тоже наслаждаться солнышком, атмосферой летней, проводить время как-то, знаете, вне дома. Поэтому я думаю, что сейчас летом немножко подотпустит эта ситуация, а потом к осени уже, знаете, придет хандра осенняя. Если мы не сделаем отопление, то мы как бы захандрим конкретно, наверное. Ну, как знать, не буду загадывать. Вот, можете поздравить меня еще раз в комментариях с этими чудесными новостями, что мне подключили монетизацию, что я получила контракт рабочий в Германии. Он не постоянный, но обещали его продлить. Посмотрим, как это будет. Поделюсь, конечно, будущими новостями, но я безумно рада вернуться снова на шоколадную фабрику. Вот, так что, в общем, увидимся в новых видео. Спасибо вам за поддержку. И не забудьте поставить лайк. Вот, видите, сердечко специально для моих подписчиков. Поставить лайк этому видео, написать комментарий, может поделиться, нажать колокольчик, кстати, чтобы не пропустить новые видео. Ну и увидимся уже на следующей неделе, я думаю.